Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Второй расклад. Что прояснится или какая правда откроется и что будет дальше? К чему все идет? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И первый расклад мы сделаем на картах пасьянса. Давайте узнаем, с чем будут связаны события ближайших дней, как это может повлиять на вас. Конечно, останемся реалистами, мои дорогие стрельцы. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки, глядя на метафору карт, вы переложите на свою жизнь и получите. Мы не выносим вердиктов, мы предполагаем, размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Если жизнь не бывает полностью предсказуема, а нам с вами довелось проживать в эпоху перемен, ну, как минимум, первое – это адаптироваться, а второй момент – организовать свою жизнь по-новому, может быть, с новыми условиями, или даже с тем, что мы прежде говорили, да нет, такого не может быть. Вот, наверное, наш период, он полон тех новостей, когда мы бы раньше сказали, такого не может быть. Итак, давайте будем смотреть события ближайшего будущего. Я смотрю, смотрите и вы. Какие подсказки нам дадут маленькие карты. Рандомные значения, никогда не знаешь, что совпадет. И пока я не вижу совпадений. Может быть, само по себе начало недели, вот первые ряды карт, ну, все идет в каком-то привычном русле. Или то, что с предыдущей недели вами было инициировано, тоже продолжается. Но все же мы до конца разложим. Иногда так бывает, что, ну, не совпадают, несмотря на то, что значение множества, вот как-то так ложатся карты. Но, тем не менее, посмотрите, узел, и он свидетельствует прочная связь. Это может быть связь как и касаемо личной жизни, это может быть конкретная персона, с которой вы имеете контакты, либо взаимодействие какое-то или дело конкретное, которое вы просто продолжаете. Но часто говорит это значение о том, что есть тот человек, ну или дело, которое нам следует продолжать. Может быть и сама по себе персона, которая надежная. Ну, конечно, по этому значению так вот однозначно не скажешь. Но прочная связь сам по себе, как предпосылка или сам по себе признак, достаточно неплохой. Вот интересно, я ведь правда не вижу у вас совпадений. Как-то так ложится пасьянс и второе значение – якорь. Поэтому все идет своим чередом, правда. Возможно, такая спокойная неделя, причем с хорошим настроением. Флирт или хорошее настроение означает код, который вам выпал в самом конце. По крайней мере, я не вижу каких-то препятствий. Хорошо, давайте посмотрим внимательнее. И в этом пасьянсе мы можем сложить карты, которые выпали в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. И у вас совпадают гости, бокал. Может быть, вы куда-то отправляетесь в гости, или к вам приезжают гости. Но, кстати, теперь я вижу, у вас еще совпали мечи. И это состояние тревоги. Это не есть что-то в реальной жизни, что вам мешает. Ну, разве что начинаем философствовать, что-то размышлять, анализировать в прошлом. Понятно, что наш сегодняшний день, он как раз может отличаться кардинально в реальных событиях от того, что было раньше. И поэтому тут не передумать, не перехитрить самого себя или не погрузиться где-то на глубину воспоминаний, мои дорогие стрельцы, это будет для вас важно. Может быть, вот как тревога, недоверие, может быть и так конкретному человеку, а тем не менее, посмотрите, нам про уверенность говорят, и я так вижу, ваши тревоги напрасные. Здесь нужно
Ну, может быть, продолжать то, что буквально приходит к вам на порог, или сохранять те связи, контакты, которые вы имеете. Мы тут точно ничего не ломаем, не переигрываем, не совершаем какие-то вердикты, опять же, да, или с кем-то не пытаемся, ну, не просто конфронтация, а как доказать что-то, доказать свое или оспорить. Нет, и тогда вот эта неделя, она проходит в достаточно спокойных энергиях. И даже если есть какие-то превратности судьбы, такое тоже бывает, все же это лишь карты. Для вас, мои дорогие стрельцы, все равно полное спокойствие сохранять возможность есть, потому что в конечном итоге какой-то радости все приходит, уверенность и радость, или хорошее настроение, бодрое состояние души, вот этот момент тоже, или для кого-то из вас знакомство, потому что флирт, может быть, это знаки внимания к вам. Или недавно вы познакомились с человеком, и я могу предположить, какое-то знакомство тоже может быть продолжено. Но карты останавливают и говорят, вот, кстати, вот эта тревога или перекрещенные мечи, ну, этой вашей тревоги как бы нет основания. И с одной стороны, принять, что забегать вперед вряд ли хорошая практика, но позволить развиваться отношениям или позволить развиваться какому-то делу, событию до конечной точки. Просто наблюдать. Вот, наверное, год змеи, правда, змея наблюдает, она очень наблюдательная, она анализирует и только потом действует. Вот как хозяйка года приблизительно и эта неделя, она в таких же энергиях. Вам, по крайней мере, об этом говорят карты. И я должна сказать, ведь разные присутствуют значения в пасьянсе, но я не вижу такого, чтобы вас что-то вам мешало действительно в реальной жизни. Ну, судя по картам пасьянса, по крайней мере. Давайте мы раскроем на картах Таро. Так что уже прояснится? Или какая тайна откроется? Может быть, и информация какая-то важная для вас придет. С чем это будет связано? Ну, даже чтобы не пришло, я вижу, что вам не мешает продолжать ваше дело или задуманное, может быть, какую-то реализацию вашего плана, желания. Здесь все идет своим чередом. Тут будьте добрее к самим себе, мои дорогие стрельцы. Вот именно вот эти два меча, обратите внимание, как острие перевязано. Поэтому, ну, не сами себя не тормошите. Более милосердны будьте к себе, к своей душе. Не пытайтесь, может быть, даже на этой неделе. Иногда нам хочется все расставить быстрее по местам, но, видимо, эта неделя – это еще пока, ну, не основание делать выводы. И правда, если астрологически, то у нас всю эту неделю практически будет Меркурий ретроградным. И это могут быть, кстати, и задержки по тем причинам, на которые вы не влияете, или сбивчивая информация, может быть какое-то событие даже, да, или действие, которое вы уже себе запланировали, а здесь оно тоже как-то ни шатко, ни валко, и до 13 числа еще и ретроградная Венера, могут и люди возвращаться, или какие-то вопросы, которые касаются вашего благополучия, личной жизни, или буквально вашего дома, того места, где вы находитесь, или где вы планируете, может быть, находиться, вы тоже можете что-то передумывать. Вы еще можете анализировать, но могут и некоторые вопросы вам возвращаться на доработку. Поэтому вот завершать что-то, если действительно есть тот пункт в вашей жизни, когда ну, какая-то тема или незаконченный какой-то проект, вам приходится этому уделять внимание, ну, так значит, это самое время. Итак, что прояснится? Давайте мы сразу достанем следующую карту, к чему все идет, или что уже дальше за этим прояснением. Неожиданности и добрые события, что вас приятно удивит или обрадует. Сфера достижений, денег, вашей профессиональной деятельности и личная жизнь, любовь. Что же прояснится? Давайте узнавать будем. Королева мечей. Ну, кто-то банально может заниматься собственным здоровьем, а кто-то из вас задумал такой очень серьезный план, проект, и идет подготовка. И вы как раз ищете информацию. Кто-то будет искать информацию, прояснить по здоровью, повторяюсь, и карта нам говорит, не доверяй на 100% той информации, которая к тебе приходит.
Потому что анализировать как раз эту информацию необходимо. По королеве мечей это аналитика и интеллект. Это карта независимости. По этой карте мы сохраняем собственную независимость, но не путем доказательств, а когда мы отступаем полшага назад. Ведь это прообраз Юдифи, которая, как известно, надеялась сама на себя и которая никому не сказала, что она намеревается делать и куда она отправилась. Ей буквально это помогало, поэтому она и вошла в историю. И это у вас как, что прояснится. Это ваша задумка. Может быть, это как-то взаимосвязано с конкретным человеком, все-таки прочная связь есть, или то дело, которое вы хотите осуществить. Но, знаете, тут добрые дела наспех не делаются. И продуманность, я бы даже сказала, детализация какого-то вопроса, она вам совершенно необходима. Давайте достанем еще одну карту. Достаточно холодная карта, рациональная. Какая сфера жизни может проигрываться? Так, в целом, если по королеве мечей, тут могут проигрываться вопросы в инстанциях или то, что связано, может быть, с согласованиями юридическими, сознанием закона. То есть мы должны делать что-то очень правильно все-таки по этой карте. Давайте, так что же прояснится или какая сфера жизни? А ведь и правда, посмотрите, десятка пентаклей. Все то, что касается по ретроградной Венере вашего дома, места пребывания. У кого-то банально вы хотите, может быть, улучшить комфортность своего жилища, а кто-то планирует переехать, и вы выбираете, куда я поеду. Вы просчитываете, может быть, что-то. У кого-то продажа и купля недвижимости, и опять же, нужно не спешить. И перед тем, как подписать какую-то важную бумагу, договор, вы действительно тут можете узнавать информацию, как это сделать правильно с юридической точки зрения, но и насколько это осуществимо практически. Вот здесь все как бы и регламент с одной стороны, с другой стороны методы осуществления, как бы шаг за шагом и детализация. И все то, что касается где-то денег, может быть, вашей личной жизни, вопросов, связанных с вашими родственниками, или это вопросы даже я с детьми могу предположить. Десятка пентаклей, всеобъемлющая карта. Может быть, есть какая-то проблема и финансовая, я такое допускаю, и вам нужно принять важное решение. Но я тогда должна сказать, все же очень добрая карта, десятка пентаклей. И, наверное, не случайно, как и якорь, так и вот этот код выпадает, потому что вы какой-то момент действительно можете для себя проанализировать, продумать и видеть ваши дальнейшие действия. Это очень немаловажно. Но значит, эти продуманные действия вас приводят к какому-то успеху. То есть у вас получится что-то осуществить. Иными словами, приходит эта радость. Давайте сразу откроем и узнаем, что же будет дальше. Правда, мои дорогие стрельцы, праздник после победы. Поэтому к чему все идет? Идет мало того, что к победе, но и еще идет, знаете, к тому, как вот эта карта нам приглашает нас или предлагает разделить этот праздник с друзьями. Вполне вероятно, есть какой-то помощник или есть еще одно какое-то заинтересованное лицо по тому проекту, который вы задумывали для себя, может быть, лично. Или есть взаимодействие с конкретным человеком, и это может быть кто угодно. По королеве мечей это может быть юрист-адвокат или какой-то чиновник. Вы проходите период согласований, получения, опять же, важных бумаг, или, может быть, вам кто-то оказывает содействие даже из ваших близких, или, мои дорогие, вы хотите изменить концепцию своей личной жизни, или вы задумали переезд вместе с семьей, и здесь тоже много деталей нужно продумать, но в конечном итоге праздник и с теми вашими единомышленниками, он как будто состоится. Если эта ситуация где-то перекликается, может быть, с недавним знакомством, тогда я могу сказать, вы все расставите по местам. Но к чему все идет? Нам не говорят, что вот именно на этой неделе будет этот праздник. Но перспектива именно какого-то дела вашего, мои дорогие стрельцы, она хорошая. Но вот эти холодные энергии или вот эта глубокая философия, она вам не должна помешать, и вы не должны от чего-то отказаться, даже если на первых порах некоторая тревога или сомнение присутствует. Будьте милосердны к самим себе. Как неожиданности. Тут не совсем неожиданности, усталость, мои дорогие. Какая-то многозадачность, она все-таки должна быть устранена.
Как таковых неожиданностей нет. Тут только могут быть из разряда тех, когда мы впряглись буквально в какую-то работу, или вы кому-то что-то пообещали. Может быть, это и касается даже ваших близких, может быть, детей, подросших детей, или вот эта многозадачность, когда даже из лучших побуждений мы кому-то не сказали вовремя «нет». И вот теперь этот груз забот мы тянем на себе, и буквально мы уже света белого не видим. В неожиданностях на вас могут добавить еще каких-то сложностей и задач. Ну, ты же тянешь вот из этих позиций. Ну, так давай, что тебе стоит. Давай ты еще какие-то вопросы решишь. Поэтому, знаете, режим труда и отдыха. Раз. И карта всегда говорит, не взваливай на себя чьи-то обязанности. И пусть эти даже обязанности касаются ваших близких. Мы часто из лучших действительно побуждений хотим помочь нашим детям, пусть даже детям достаточно подросшим, потому что мы с высоты нашего возраста, особенно, наверное, для людей это будет проигрываться, которые именно имеют какой-то жизненный опыт. Мы знаем, как сделать быстрее, лучше, с меньшими затратами, поэтому нам часто кажется, я сделаю сама или сам, и, глядишь, будет и быстрее, и лучше, и правильней. А ведь это наш опыт. И кто знает, может быть, человеку высшие силы дают специально этот опыт, чтобы он прошел его сам, чтобы он сам преодолел какие-то препятствия или научился делать что-то хорошо, кстати. Поэтому не нарушайте какие-то фишки небесного расписания или того, что прописано в книге судеб. Можем мы, конечно, не верить ни в судьбу или наоборот быть фаталистами, но иногда наша жизнь как раз приводит к тем итогам, что, нет, есть тут какая-то продуманность или какая-то цикличность нашей жизни, и все же ход небесных фишек мы не должны нарушать. Поэтому заниматься всегда эта карта приглашает нашими своими делами, потому что именно вы в центре интересов. Поэтому в неожиданностях, повторюсь, неожиданностей со стороны людей, которые вас пытаются организовать на что-то, но, может быть, карта говорит нет. Для себя нужно выделить что-то основополагающее и заниматься только этим, и не бояться кому-то сказать «нет». Хотя карта допускает, что у нас хватит выдержки, терпения и эмоциональных, физических сил выдержать какое-то напряжение, если это необходимо. Давайте посмотрим. Добрые события. Ну, надейся сам на себя. Я, кстати, люблю эту карту. И если мы говорим, что вас приятно удивит, вам никто не мешает. Вот я именно люблю энергии этой карты, потому что когда мы запланировали что-то, мы можем это вполне осуществить. При том, что мы надеемся сами на себя, но явных помех нет. Если есть какие-то мелкие недоразумения, или вот все то, что я говорила по десятке жезлов, это в нашей власти все устранить. Может быть, для кого-то из вас это, как, знаете, ваша миссия по отшельнику – это философ. Это где-то дервиш, который не ставит материальные вопросы на первое место. Это все то, что касается нашей души или жизненного пути, или важно лично вам. И значит, сохранять свои идеи, это точно вам помогает. Или как проделать какую-то работу, как получить желаемое, или достичь намеченной цели, при том, что мы надеемся сами на себя и готовы какой-то путь пройти в одиночку. Пусть медленными шагами, мои дорогие стрельцы, потому что отшельник всегда идет медленно, но он идет, он не ждет, понимаете, он просто идет, и он смело отказывается от того, что уже, в принципе, не служит его прогрессу. И это все как добрые события, или это то, что вам буквально помогает. Давайте мы достанем еще одну карту. С чем это связано? Или сфера жизни, с деньгами, мои дорогие. И я сказала дервиш. Дервиш, по сути, это нищий. И деньги есть, деньги будут. Но вам сейчас какую-то свою финансовую стратегию нужно передумать очень внимательно. Хорошая ведь карта финансового успеха. Шестерка – это победа. И поэтому вы можете решить какой-то финансовый вопрос, закрыть, например, закрыть кредит или наоборот, может быть, получить ипотеку. Но если мы соглашаемся на ту ипотеку, значит, мы должны все просчитать. И, может быть, какой-то путь ограничений в плане для себя финансовых вам предстоит. То есть здесь розовые очки мы не можем надевать.
Карта отшельника очень холодная. Мы не можем, кстати, по десятке жезлов кому-то помогать буквально финансово до бесконечности, потому что всегда по этой карте нам дают совет. Помни, рука дающего сегодня, завтра станет рукой просящего. Поэтому, если вы кому-то помогали, правда, вот такой у вас расклад, нам говорят, пора сказать нет, потому что вы как будто либо с задержкой можете получить обратно эти деньги, либо вам их вообще не вернут. Эта карта очень хороша на финансовый успех, когда мы кумулируем, когда мы, с одной стороны, мы не изъявляем агрессии, и если мы кому-то намерены сказать «нет», мы это делаем красиво, элегантно, но тем не менее вот какое-то твердое «нет» может быть по финансам, как и самому себе, в каких-то тратах пересмотреть и сказать нет, ты вот подождешь, да? Иногда нам приходится самим себе говорить, как бы нам что-то не хотелось, потому что есть какая-то цель или ваше намерение, может, вы хотите что-то приобрести, и для кого-то кумулировать буквально деньги, может быть, даже подождать какой-то период, когда доход дополнительный какой-то придет, и после этого уже приобрести что-либо. Я такое могу предположить. Поэтому какие-то вдумчивые траты и вот эта финансовая стратегия в центре вашего внимания – это то, что вам помогает. Ну и по этой карте, если, мои дорогие стрельцы, вам действительно нужно закрыть какую-то финансовую брешь, значит, есть тот человек, который вам может помочь. И вот этот узел. И даже если вы, кстати, не видите, не знаете, продумываете, к кому я могу сейчас обратиться, но точно есть. И это может быть даже то лицо или персона, о котором вы меньше всего думаете, а он вам может прийти на помощь. Давайте мы узнаем сфера ваших достижений, работы. У кого-то перезагрузка. Может быть, и правда вы хотите организовать бизнес с нуля. Но есть какие-то планы. По шуту это всегда у нас хорошее настроение. Кстати, мы чем-то воодушевлены. Но шут – это как хаос перед началом творения. Творение еще не началось. Присутствует какой-то хаос, неопределенность. И тут тоже нужно расставить все по местам. И не случайно вам выпадает королева мечей. Я говорила, детализировать. Вот и вам нужно что-то детализировать. И неважно, что это будет. Либо это новая работа. И я должна сказать, у вас на этой неделе есть возможность для себя какой-то, ну, по крайней мере, если не найти работу, хотя у кого-то и так проиграется, рассмотреть альтернативный вариант. Предположим, вы имеете свою специальность, профессию, имеете диплом, и вы привыкли к какой-то одной сфере деятельности, а здесь нам предлагают по шуту рассмотреть другую, может быть, сферу деятельности, где тоже может быть применима ваша профессия. То есть немножко быть гибче. Вам это тоже буквально помогает, и более того, перед вами открывает новые совершенно перспективы. Может карта говорить, ты сейчас на новом жизненном этапе, и это продолжится, это не совсем в разрезе недели. Примите к сведению, что вот этот хаос перед началом творения постепенно будет тут проясняться. И это могут быть неожиданные какие-то события, которые касаются сферы ваших достижений, дел, где-то и заработков, может быть и денег. Почему нам говорят, кумулируй эти деньги? Мы не должны буквально сглупить. И мы ведь не шут, изображенный на карте, и всегда, вот посмотрите, он на краю обрыва. Его словно собака, который прообраз Анубиса. Мы должны, собака останавливает, и мы должны быть предельно внимательны, чтобы буквально не оступиться, чтобы вовремя все подметить. Анализируйте, правда? Рационалистами быть стоит, с чем это связано. У кого-то с перемещениями, у кого-то планируемый переезд. Посмотрите, еще одна 6. Тут какая-то у вас перезагрузка идет. И это для вас словно новый берег, которого вы уже видите. Но для того, чтобы отплыть, вам нужно оттолкнуть словно эту лодку от берега старого и решиться, одним словом, на что-то. Но, может быть, вы и анализируете, прицеливаетесь буквально, примеряете на себя разные варианты, как и новое путешествие, новых возможностей. По 6 мечей шикарная карта заслуженного успеха, и она тоже говорит о продолжительном периоде. Вы сейчас только в самом начале.
Но по этой карте мы можем изучать языки. Все же это сфера достижений. И кому-то это конкретно помогает. Пространство, Вселенная. Здесь может быть работа, связанная с интернет. Или это может быть как работа на дому, может быть из любой точки мира. Тут у каждого какой-то свой может быть интерес. Но, повторяюсь, почему шестерка мечей? Заслуженный успех. И это когда у нас хватает мужества идти вперед. Потому что мужество первое или первый этап, когда мы себя организуем. Понимать, что жизнь меняется, и нам необходимо меняться. Иными словами, находим в себе мужество отплыть от какого-то прежнего берега. И это не так просто, потому что мы к чему-то привыкли. И вот это будущее, шестерка мечей, трое в лодке, они ведь не знают, что им еще встретится на пути. И поэтому вот эта тревога, она может быть где-то и у вас. А все равно идти вперед определенно стоит. Любовь и личная жизнь. Смотрите, мои дорогие стрельцы, что бы вы тут ни думали, ну, какое-то, как сомнение, тревога может быть. А тем не менее, ведь очень добрая энергия на этой неделе. 2 десятки пентаклей и 10 кубков. Взаимодействие с вашими близкими, с вашим любимым человеком. По сути, это сама по себе карта любви. Это какие-то важные согласования могут присутствовать по части конкретно вашего жилища. Тут что-то для вас складывается со знаком плюс. И где-то карта говорит и о материальном благополучии, но вам нужно все держать под контролем. Если это надежная связь с учетом 2 десяток, и может быть эта неделя, это будет тот как раз старт, в то время, когда вы ресурсны. Возможно, поэтому якорь и хочет передать вам смысл, что у тебя сейчас, стрелец, доброе время. Вроде как есть та база, от чего ты можешь оттолкнуться перед вот этим путешествием в будущее. Нет видимых препятствий, у вас все преодолимо. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.